В этом видео мы сделаем стол в виде аудиокассеты, заморочимся над всеми деталями, намотаем сотни метров пленки и в итоге получим точную копию, но в гигантском формате. Приятного просмотра. Скажу сразу, что это не моя идея. В сети уже давно есть фотки таких столиков, но видео в сети я пока еще не встречал. Предлагаю исправить это. Вся конструкция будет делаться из фанеры, сосновых щитов и досок. Изначально был составлен четкий чертеж, и большинство материалов приобреталось сразу под размер, а дальше все необходимое распиливалось и допиливалось. Чертежом, кстати, я поделюсь со всеми желающими. Найти его можно будет в описании к этому ролику. Затем на ЧПУ делаем все остальные детали. В итоге мы должны получить точную копию аудиокассеты, но в огромном масштабе, так как проект был отрисован строго пропорционально оригиналу. В итоге у нас получился большой конструктор из дерева. Перед тем, как собирать его на клей, я решил предварительно собрать его на сухую. Конечно, этому конструктору далеко до фантастических конструкторов от UGears, о которых я частенько рассказываю в своих роликах, так как я действительно в восторге от них. Ведь это не бездушные пластиковые пазлы, да и как не полюбить такой конструктор, ведь запах дерева невольно напоминает нам приятные моменты из детства. Лично я частенько выбираю этот конструктор в качестве подарка, и это отличный вариант, так как благодаря широкому выбору вы без проблем подберете модель на любой вкус, возраст и пол. Отдельно хочу отметить, что все модели подвижные и собираются без клея. Настоятельно рекомендую, особенно если вы хотите сделать необычный оригинальный подарок. И полагаясь на свой опыт, уверяю вас, что вы будете в восторге. По нашему промокоду вы получите 20% скидки, все ссылки есть в описании. А мы продолжаем. В итоге короб собрался отлично, а это значит, что целый день, который ушел на чертеж, потрачен не зря. Для имитации катушек с пленкой на ЧПУ я вырезал вот такие вот элементы. Их придется склеить в один бутерброд, так как целиком вырезать такую заготовку не получится из-за ограничений ЧПУ. Да и фанеру толщиной в 10 сантиметров я не встречал. Для того, чтобы правильно склеить такой бутерброд, все площадки, которые будут ложиться друг на друга, надо хорошенечко отшлифовать, чем я и занимаюсь. А также довожу внутреннюю часть, так как при составлении программы для ЧПУ на финальной ступени надо оставлять небольшие перегородки, иначе этот элемент сместится после финального прохода, и ничего хорошего от него не жди. Каждый блин я промазываю между собой клеем и скрепляю их шпилечником. Скажу вам, очень удобная штука, здорово облегчает жизнь в мастерской, жалею, что не приобрел его раньше. Уверен, что будет много вопросов по этому поводу, поэтому отвечу сразу: да, он с легкостью пробивает почти 3-сантиметровую фанеру. За счет этого мы, собственно, и собрали блины. А теперь собираем все остальное. Вся конструкция была засверлена под косой шуруп. Думаю, все знают это соединение, которое делается при помощи приспособы от Crack. И тут, как никогда, мне важно ваше мнение. Дело в том, что я хочу погрузиться во все эти столярные тонкости, делать интересные, красивые соединения и подробнее рассказывать об этом. Интересна ли вам вся эта тематика? Или стоит придерживаться старого формата, который по сути ближе к шоу? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях, это действительно очень важно. В итоге мы имеем рамку, к которой крепим уже готовый короб, и снова при помощи шпилечника и клея приклеиваем фанеру к рамке. А когда уже основная конструкция собрана, копировальной фрезой я придаю форму брускам, которые изначально закреплены на углах. Затем приклеиваем остальные элементы уже знакомым способом. А когда клей схватился, приступаем к шлифовке. На самом деле это очень важный момент. Именно от него зависит качество дальнейшей покраски. Сперва тонирую дерево темной морилкой, тщательно прокрашивая каждый элемент. А пока каркас сохнет, мы приступаем к декору лицевой стороны кассеты. Заранее в типографии была заказана наклейка. Ее мы и переносим на фанерный лист. Фанера предварительно была прогрунтована, благодаря чему наклейка будет держаться крепче. А когда наклейка на своем законном месте, прорезаем технические отверстия и приступаем к следующей детали. Я купил корсажную ленту. Ее используют при изготовлении каркасов для мягкой мебели. У нас же она будет имитировать магнитную ленту, которую я наматываю на бобину. К сожалению, коричневой или даже черной ленты не было в продаже, поэтому красим катушку с пленкой в черный цвет. И с каждым новым готовым элементом проект становится все интересней. Уже не терпится собрать все воедино. Собственно, чем мы и займемся. В основной короб я креплю фанеру, которую совсем недавно мы отдекорировали. С обратной стороны при помощи мебельного степлера я креплю ее к каркасу. Также предварительно я сделал оргстекло с такой гравировкой, прям как у настоящей кассеты. В нижней части я креплю текстильный ремень шириной 5 см, он и будет имитировать пленку. Ножки предельно простые.
Это изогнутый металлический прут, приваренный к закладным. Наконец, все готово. Собираем все составляющие, раскладываем по своим местам и наслаждаемся результатом. Напомню, что чертежи и файлы для создания точно такой же кассеты я оставлю в описании к этому ролику. А если видео вам понравилось, вы прекрасно знаете, каким способом можно нас отблагодарить. Ну а если вдруг не знаете, я напомню. Лайк, комментарий и репост – это лучшая награда для нас.